Всем привет на этом канале. Сегодня будет видео про мотокосу очередное. Значит, одна из самых распространенных отказов мотокосы. Ну, вернее, не отказов, а сбоев в работе. Это когда вы работаете, а потом коса ни с того ни с сего со временем начинает не тянуть. Ну, то есть вы ее на холостую раскручиваете, она нормально газует, все хорошо. Как только пошли косить, она пошла в нагрузку и начинает сбрасывать обороты, то есть давится. Нет у нее тяги. Она обороты сбрасывает, косить не хочет. Вытягиваешь ее из травы, она опять же на холостую нормально набирает обороты. И жужжит хорошо, и быстренько обороты набирает. В общем, никаких проблем. Как только нагрузка пошла, как только пошли косить, начинает опять останавливаться, хандрить и не тянуть. Так вот, сегодня покажу, где искать эту проблему. Ну и при этом она иногда еще бывает плохо заводится, а иногда нормально заводится. Вот эту шлангочку подачу на бензин, тут две шлангочки, одна подача бензин-карбюратор, другая обратка. Подачу отсоединяете и стряхиваете из нее бензин, чтобы посмотреть, как работает праймер, и ставите шлангочку обратно. И начинаем качать праймер. Смотрим, идет бензин, из обратки пузырьки идут, и в праймер бензин поднимается, видно. И смотрим, бывает еще, если это поломка, то вот этот пузырек воздуха, который в трубочке, вы перестали качать праймером, а он начинает опускаться назад. То есть сейчас он находится в том положении, в котором остановился, это правильно, а бывает опускается назад. Почему опускается назад? Потому что там создается вакуум. Вакуум создается либо из-за крышки. В крышке есть дырочка, которая должна пропускать воздух. Потому что когда расходуется бензин в баке появляется вакуум. И вот эта дырочка предназначена для того, чтобы зашел воздух. Иначе, если он не зайдет, в баке вакуум, и топливо, соответственно, не будет подаваться в карбюратор. Бывает виновата крышка, но не очень часто. Ну, или вакуум создается из-за чего? Кто во всем виноват? Правильно, вот это вот финдиклюшка, топливный фильтр. Лично по моему опыту хватает его на 20 литров бензина. А может быть даже и меньше. Ну, у кого какой бензин. Мне хватает на 20 литров, и после этого коса начинает выделываться. Меняешь фильтрик, и коса начинает работать как новая. Выуживаем на белый свет это чудо произведения, виновника торжества. Этот фильтрик примитивный, простенький, но дело в том, что его надолго не хватает. Меняется тоже очень просто. Вот они, новенький фильтрик, старенький фильтрик. Притом, если мы его будем продувать ртом, допустим, то вот этот старенький фильтрик дуется, в принципе, как и новенький. То есть сопротивление одинаковое. И обычно люди подули в него, продувается. Ну, значит, работает, все хорошо. Но дело в том, что у мотокосы очень-очень тонкая грань между тем, когда фильтр еще в рабочем состоянии и когда он уже подзабит. На мотокосе этот фильтр полностью забитый никогда не будет. Все дело в том, что на карбюраторе мотокосы очень тоненькая мембранка подкачки, на импульсной подкачке. Потому что, если кто забыл, то у бензотриммера две подкачки. Одна ручная, праймер, а одна импульсная. То есть там малюсенькая такая мембраночка в середине карбюратора, которая работает от импульсного канала, потому что двигатель двухтактный. Когда поршень идет вниз, он выдувает воздух в канал, то есть мембранка поднимается. Когда поршень идет вверх, создается вакуум, он втягивает воздух, мембранка опускается вниз. И вот так она колебается. И таким образом накачивает бензин. Но там-то мембраночка, как у комара ухо, очень-очень маленькая. Поэтому она создает какое-то минимальное разряжение для того, чтобы закачать бензин. Но, правда, она колебается очень быстро. Но все равно разряжение очень минимальное. И как только этот фильтрик чуть-чуть, совсем немножко подзабился, та мембранка перестает нормально закачивать бензин, потому что не хватает ее силы. Если вы когда-то ездили на карбюраторных «Жигулях», то вы знаете, что там бензонасос подкачаешь рукой, так оттуда топливо летит как из бронспойда, потому что там 0,6 атмосфер разряжения. Так вот здесь такого большого разряжения та мембранка не создает, а создает совсем минимальное. Поэтому чуть-чуть подзабитый фильтр, чуть-чуть, и сразу проблема с мотокосой. Притом, если вы будете его продувать, смотреть, чистый ли он, то через него бензин и будет литься, и он будет и продуваться как новый, и вроде по всем параметрам он должен быть рабочий и чистый, и нормально пропускать бензин. Но вот дело в том, что там чуть-чуть надо для того, чтобы мембранка нормально бензин не качала. И как только он чуть-чуть подзабился, так вот вам сразу и привет. Поставлю я новый фильтрик. Опять же, лично по моим
наблюдением. Хватает мне его на 20 литров бензина, а потом начинаются проблемы. И еще этот фильтрик надо туда нормально засунуть, потому что он бывает становится не так, как надо, и не достает до бензина. Надо обязательно, чтобы тот фильтрик туда вроде как упал, потому что у него есть металлическая часть, это утяжелитель, специально для того, чтобы он упал на дно, и когда вы будете поворачивать косу влево-вправо, потому что вы же ее постоянно горизонтально не можете держать, так вот эта металлическая часть, утяжелитель, перемещает фильтрик для того, чтобы он постоянно был в бензине, лежал на дне, не всплывал, не куда-то уезжал в бок, а постоянно был утоплен. То есть этот фильтрик имеет утяжелитель, и надо его правильно засунуть в бак, потому что иногда его меняют, ставят, а он вот так вот торчит. И тогда утяжелитель не работает. Когда полный бак бензина, мотокоса еще работает, как только половину бака выпалили, опять начинает не работать. А все потому, что вот эта штука лежит неправильно на дне. Так, фильтрик поменяли, крышечку закрываем, заводим и пробуем работать. Давайте шморгнем. А еще желательно перед тем, как лезть к фильтрам, если коса вдруг перестала тянуть, надо посмотреть вот сюда, не намоталась ли сюда трава или какая-то веревка. Потому что бывает наматывается всякая бяка, создает сопротивление, и редуктор не хочет нормально крутиться, то есть тормозит саму шпульку. И тоже возникают такие вот проблемы. На холостую еще хватает силы крутиться, а как только в нагрузку начинает дохнуть. Поэтому сразу смотрим сюда, если тут ничего нету намотанного и редуктор крутится легонечко, тогда идем к фильтрам. Такая вот она бяка, эти фильтра, так что за ними надо глаз да глаз. И вообще, когда покупаете косу, сразу берите пару штук на замену, потому что надолго их не хватает, потому что люди мучатся, а там надо поменять за 10 копеек вот этот вот фильтрик, и коса рождается как новая, начинает тянуть, брить и все такое. Виноват фильтрик, поэтому сразу берите на запас. Ну а сегодня было такое видео, кому понравилось лайк, кому не понравилось все равно лайк, потому что я очень жаден. И пишем в комментариях, кто чего думает по этому поводу.